Каждый мечтает играть в игры и зарабатывать там реальные деньги. С выходом игры MyLands мечта осуществилась. Каждый из вас также может зарабатывать деньги за компьютером. Вам предстоит выполнять простые квесты и добывать черный жемчуг, который вы сразу же можете обменять на реальные деньги. Так что теперь ты можешь накопить на новую игру, не вставая из-за компьютера. Не упускай свой шанс, ссылка на регистрацию под видео. Здравствуйте, мои дорогие любители пасхалок в играх. Сегодня я поищу их в третьей канонической игре серии Fallout, разработанной компанией Bethesda Game Studios. А релиз ее состоялся в октябре 2008 года. А так как в игре пасхалок просто огромнейшее количество, то и разделить я их решил на несколько выпусков. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее и давайте сразу же будем переходить к первой порции всего того, что мне удалось в этой легендарнейшей игре отыскать. Начнем. И сразу же пройдемся по навыкам и способностям, которые можно приобрести для главного героя с повышением его уровня. И первая способность, которая удостоилась моего внимания, называется «Стойкость». И на картинке, которая прилагается к этой способности, изображен человек, своим образом копирующий знаменитого персонажа комиксов от DC – Супермена. Неплохое такое сходство. На картинке другой способности, бешенство ботаника, изображен, как мне кажется, еще один персонаж комиксов, но уже из другой вселенной – Marvel, невероятный Халк, и как раз во время своего превращения из Брюса Беннера в зеленокожего монстра. Есть и еще отсылка на одного знаменитого персонажа от Marvel – Росомаху, а именно его адамантиевый скелет. Но что печально, в русской локализации эта способность имеет совсем другое название – алмазный скелет. На картинке способности Киборг мы видим изображенного всем известного кинокиборга Терминатора, роль которого в фильмах исполнял неподражаемый Арнольд Шварценеггер. И как мне кажется, именно он имеет непосредственное отношение к постапокалипсису. Ну и последняя заинтересовавшая меня способность называется массированный огонь. И что же тут интересно, так это то, что на картинке здесь изображены два человечка, и один второму, как ни странно, прострелил колено. А ведь именно о своем простреленном колене очень любили нам рассказывать стражники в другой не менее популярной игре The Elder Scrolls V Skyrim. А появилось все это здесь, как мне кажется, из-за того, что разработчики у этих игр одни и те же, а именно компания Bethesda. Когда-то и меня вела дорога приключений, а потом мне прострелили колено. Во время празднования дня рождения главного героя в самом начале присмотритесь к доске объявлений. Там можно увидеть листовку, в которой написано, что в ночной лотерее победил номер 13. И главный приз – это недельный запас воды. И конечно же все это отсылает нас к самой первой части Fallout. А все потому, что по сюжету в той части нам как раз таки нужно было найти водный чип, чтобы обеспечить изолированное сообщество в убежище как раз таки этой живительной жидкостью. Да и номер 13 тут не зря, а все потому, что главный герой в первой части как раз таки был выходцем из убежища под номером 13. Когда старушка миссис Палмер дает нам рулет в подарок на день рождения, а после у нас его хотят отобрать трое мальчишек, а точнее их лидер по имени Буч, как ни странно, это опять же пасхалка на мир The Elder Scrolls от все тех же Bethesda. А все потому, что там был тест в одной из частей, где вопрос был таков: вы идете с рулетом, а навстречу вам идут 3 разбойника. Что вы будете делать? Очень, на мой взгляд, похожая ситуация. Идем далее. Если мы внимательно присмотримся к этикетке на бутылке виски, то в правом нижнем углу на ней можно увидеть лицо, очень напоминающее великого ученого Галилео Галилея. На просторах огромнейшего мира, по которому мы свободно путешествуем, можно встретить парочку интересных плакатов. И один из них практически в точности копирует легендарный агитационный плакат «Красных». «Ты записался добровольцем», созданный художником Дмитрием Мором во время гражданской войны в России. Только лишь стилистика немного изменена. А второй плакат называется «Приключения капитана космоса», на котором изображен сам капитан с приятелем в виде лунной обезьяны. И он является прямой отсылкой к знаменитым в Соединенных Штатах героям Баку Роджерсу и Флэшу Гордону, прародителям всех знаменитых комиксов в Америке. Правда, тут герои нарисованы по-разному. Если Флэш Гордон изображен тем, кем он есть, а именно первопроходцем научно-фантастического космоса, то Бак Роджерс, герой-летчик постъядерного мира, изображен в виде странноватой обезьяны. В игре можно найти и разрушенный офис разработчиков игры Bethesda Softworks, а расположен он к юго-востоку от центра карты и в точности копирует реальный офис Bethesda.
Очень, на мой взгляд, печально лицезреть на уничтоженное место, где была создана эта замечательная игра. Продолжим. Как только мы войдем в развалины Данвича, то нас тут же посетит видение. А ведь Данвич неспроста так назван, а все потому, что точно такое же название носит вымышленный город в произведениях Лавкрафта. И если кто не знает, кто это, для справки, это именно он придумал такого персонажа, как Ктулху, да и жанр ужасов как таковой. В этом здании много светящихся гулей, и можно найти аудиодневник из 9 частей человека, который искал своего отца. В них упоминается Абдул Аль-Хазрет. Это тоже персонаж Лавкрафта, который выдумал Некрономикон. В техническом музее, там где раньше были экспонаты, остались в основном только таблички с описаниями. На одной из этих табличек можно прочитать об американском астронавте Карле Белле, якобы совершившем первый в мире космический полет на капсуле Defiance 7. И это событие произошло 5 мая 1961 года. На самом деле в этот день на корабле Freedom 7 отправился в космос Алан Шепард, который был только вторым. А вот луноход, с которого, согласно сюжету, нужно снять спутниковую тарелку, называется в игре Valiant 11. И как ни странно, его прототипом стал Аполлон 11, первый в мире пилотируемый аппарат, совершивший посадку на Луне. В игре есть пасхалка, являющаяся отсылкой к фильму «Техасская резня бензопилой». В городке Андейл живут две семьи – семья Смитов и семья Уилсонов, а также одинокий старик Харрис. Если поговорить со стариком, то он скажет нам бежать из города как можно быстрее, убеждая, что здесь очень опасно. Но поговорив с членами двух других семей, ничего странного мы, как видим, не замечается. Они мило расскажут нам, что Андейл весьма тихий, гостеприимчивый городок. Но если поговорить с Джуниором Смитом о занятиях взрослых в городке, он гордо расскажет вам о каком-то семейном бизнесе, в котором он тоже будет скоро участвовать. Если выйти из дома Харриса через вторую дверь, то можно увидеть сарай. Взломав его, мы попадем в мир ужаса, заполненный скелетами в клетках, ножами, потрошителями со странным мясом. Конечно же понятно, что это за мясо – человечатина. При выходе из сарая нас встречает озлобленный Джек Смит с обрезом наперевес. И тут же выясняется, что в городке изначально жили 4 семьи, но когда еда закончилась, 2 семьи были съедены, а уже потом съедались и все заблудшие ненароком в город путники. То же самое делала и семья Хьюбитов в фильме «Техасская резня бензопилой». Рядом с монументом Вашингтона находится исторический музей, ныне заселенный гулями, поселение которых называется Подземелье. Там можно взять квест «Контрольный выстрел» у персонажа по имени Краули. И как кажется, ему нужны 4 ключа от форта, которые нам незамедлительно нужно достать, добывая которые узнаем у их владельцев, где находится и сам форт Константин. После того, как отдадим Краули ключи, он скажет, что настало время совершить путешествие и покинет подземелье. Следуем за ним и, выйдя за первую же дверь, убиваем его и забираем ключи обратно. Иначе он попросту исчезнет за следующей дверью. Отправляемся в форт и с помощью найденных ключей проникаем внутрь. Там мы находим броню Братства Стали из предыдущих игр серии, дающую нам значительную сопротивляемость радиации и бонус +1 к харизме. Неплохая такая находочка, даже на мой взгляд очень полезная. Далее. В одном из домов Джорджтауна на первом этаже есть робот-помощник. Если выбрать в настоящем рядом терминале команду «Прочесть детям сказку на ночь», то робот включится и направится в детскую комнату, где зачитает известное стихотворение Сары Тисдейл «Останкам ребенка». И вся эта сценка прямая отсылка к рассказу Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь» из серии «Марсианские хроники». Кстати, на табличке, висящей перед входом в дом, написано «Семейство Маклелланов 2026». А ведь действие рассказа происходило именно 4 августа 2026 года. И весна встретит новый рассвет, не заметив, что нас уже нет. Чем могу служить, хозяин? Наш самый лучший друг и помощник в Мегатонне — это, конечно же, Мойра Браун, владелица магазинчика, немного взбалмошная и одержимая различными интересными, на ее взгляд, идеями. А теперь давайте присмотримся к ней повнимательней. Рыжие волосы, грязный голубой комбинезон, безумная тяга к изобретательству, после которого все взрывается и дымится. И многие из ее изобретений выглядят также опасными для населения. Но она искренне убеждена, что лишь они помогут всем обрести счастье. Ничего вам это все не напоминает? Конечно же, она очень сильно похожа на очаровательную гаечку из мультфильма от студии Disney. Чип и Дейл спешат на помощь. Только вот небольших защитных очков, поднятых на лоб в ее образе, к сожалению, не хватает.
Расследование убийств в местечке Арефу и поиски пропавшего мальчугана созданы по мотивам легенды о графе Дракула. Именно этот злобный персонаж развлекался в одноименной деревне. Да и сам квест приводит нас к вампиру по имени Венс, который живет на станции метро Мерешти. Кстати, в Трансильвании, месте, где считается обитает Дракула, есть пещера с точно таким же названием. А имя героини, выдающее это задание, Люси Вест. В романе же Дракула Брэма Стокера также есть героиня Люси Вестерн. Если внимательно приглядеться в входной двери убежища 108, того, где живут одни клоны Герри, то там можно увидеть в самом ее центре лямбду, эмблему любимейшей многими игры Half-Life. Интересно, что она тут делает? И еще одна интересность из этого же убежища. Последний клон Гэри, которого мне удалось уничтожить, имел номер 47. Ничего странного вы не замечаете? А я тут увидел отсылку к другой игре Hitman, ведь наемный убийца как раз был клоном и, кстати, имел также порядковый номер 47. Неплохое такое сходство. Ну на сегодня это была последняя пасхалка. Кому понравилось мое видео, не забываем поделиться им со своими друзьями, а также поставить под ним лайк. Ну а чтобы не пропустить следующие не менее интересные выпуски, подписывайтесь на мой канал. А любители всего интересного и скрытого в фильмах и мультфильмах, подписывайтесь на второй канал. Ну а чтобы самым первым узнавать обо всем новом, вступайте в мою группу ВКонтакте. И конечно же очень жду под видео ваших комментариев, которые я обязательно прочитаю, а на некоторые даже отвечу. Ну а на этом все, до скорой встречи, мои дорогие друзья, пока!